Новые серии Ричера уже вышли, и, судя по всему, он снова в топе. Но вот проблема: долго ждать продолжения сложно, особенно если история уже засела в голове. Что делать, если хочется еще чего-то такого же, жесткого, напряженного, с умным героем, который действует не только кулаками, но и головой? Не переживайте, варианты есть. В этом выпуске я собрал для вас подборку отличных криминальных драм, от которых сложно оторваться. Здесь есть все: запутанные детективные расследования, шпионские игры, скрытые заговоры и даже немного юмора, чтобы разбавить напряжение. Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Банши. Есть что-то притягательное в небольших городках, где на первый взгляд все тихо и спокойно, а на деле скрываются темные мрачные тайны. Именно на этом строится напряженная атмосфера Банши. Главный герой Лукас Худ не тот, кем его все считают. Он беглый преступник, который выдает себя за убитого шерифа, и он берет под контроль город, полный криминала. В роли Худа Энтони Старр, знакомый многим по образу поехавшего супера в «Пацанах». Но здесь перед нами совершенно другой персонаж. Не сверхчеловек, а расчетливый, харизматичный антигерой, который умеет выкручиваться из любой ситуации. Если вам нравятся жесткие криминальные драмы с дерзким главным героем и запоминающимися экшн-сценами, его точно стоит посмотреть. Ночной агент. Что делать агенту ФБР, если его работа — просто сидеть на телефоне? Буквально, для Питера Сазерленда это скучная, но очень важная должность. Он следит за секретной линией в Белом доме, на которую никто никогда не звонит. Почти. Один неожиданный вызов, и он оказывается втянут в заговор, ведущий к самым верхам власти. «Ночной агент» стал хитом Netflix, и не просто так. Это и шпионский триллер, и история с динамичным сюжетом, закрученными интригами и постоянным напряжением. 2 отличных сезона уже доступны, а 3 в процессе. Старик. Дэн Чейз давно ушел в тень. Когда-то он был агентом ЦРУ, а теперь живет отшельником, избегая ненужного внимания. Но прошлое находит его само. Покушение запускает цепь событий, выкапывая старые тайны на свет. В центре заговора не только он, но и герой Джона Литгоу, с которым у Чейза давние счеты. Главная сила сериала — Джефф Бриджес. Его персонаж спокоен, уверен в себе и не теряет хладнокровия даже в самых напряженных ситуациях. Он не настолько жесткий боец, как Ричер, но опытный оперативник, который знает, когда лучше применить силу, когда хитрость. Но рукопашные схватки здь поставлены реалистично. Перестрелки напряженные, а общее настроение напоминает смесь классического шпионского триллера и мрачной драмы. Следопыт. Колтер Шоу — человек, который всегда оказывается там, где кто-то пропал. Он занимается поисками исчезнувших людей, передвигаясь с места на место и не задерживаясь нигде надолго. Его жизнь — постоянное движение, риск и загадки, которые приходится разгадывать на ходу. Формат сериала — эпизодический детектив. В каждой серии новое дело. Однако, благодаря Джастину Хартли в главной роли, история не превращается в шаблонный процедурал. Его герой обаятелен, умен и отлично чувствует людей, что делает расследование еще интереснее. Дополнительный плюс — появление Дженсена Эклза в роли старшего брата Колтера, что стало приятным сюрпризом для многих зрителей. Шерлок. Физическая сила не единственное, что делает героя интересным. Иногда главное оружие — аналитический ум. В этом плане Шерлок Холмс — абсолютный мастер. Он замечает то, что другие упускают, читает людей по мелочам и строит цепочку событий с точностью до детали. Сериал BBC «Шерлок» переносит культового детектива в современность, сохраняя фирменную гениальность и социальную отчужденность. В роли Холмса Бенедикт Камбербэтч, чье исполнение сделало образ культовым. Каждая серия идет 1,5 часа, так что сезон ощущается скорее как мини-фильмы, чем обычный сериал. Шерлок не слишком хорошо разбирается в эмоциях, что иногда делает его жестким и не особо тактичным, но рядом всегда есть Ватсон, который уравновешивает его холодность. Их дуэт — одна из главных причин, почему этот сериал остается таким популярным. Список смертников. Джеймс Рис — военный, который теряет свой отряд во время задания. Официальная версия случившегося вызывает вопросы, и он начинает собственное расследование, рискуя столкнуться с теми, кому правда невыгодна. В списке смертников Крис Пратт показывает себя в новом амплуа. Здесь нет фирменных улыбок и легкости, с которыми он ассоциируется. Его герой — человек, раздираемый болью, яростью и сомнениями, балансирующий между поиском справедливости и жаждой мести. История жесткая, максимально приближенная к реальности. Вдохновением для сериала стала книга Джека Карра, а атмосфера напоминает произведение Тома Клэнси, где внимание к деталям боевых операций и тактики выходит на первый план. Кросс. Алекс Кросс уже появлялся на экране в фильмах с Морганом Фриманом, но Amazon Prime решил рассказать его историю заново. В сериале Кросс этот образ перешел к Олдису Ходжу, который сыграл детектива с собственной интерпретацией, более мрачной, глубокой, задумчивой и личной. Сюжет вращается вокруг охоты на серийного убийцу. Весь сезон сосредоточен на одной истории, постепенно раскрывая не только расследование, но и внутренних демонов главного героя. Атмосфера напряженная, действия подаются дозированно, а характер Кросса преподносится не через экшен, а через его методы работы
и личные переживания. Amazon уже продлил шоу на второй сезон, премьера которого ожидается в конце этого года. Каратель. Фрэнк Касл и Алекс Кросс совершенно разные персонажи, но у них есть кое-что общее. Темное прошлое и своя правда, за которую они готовы идти до конца. Но вот если Кросс детектив, который ищет истину, Каратель — человек, который уже принял свое решение. Джон Бернтл великолепно передает образ Фрэнка Касла, превращая его в олицетворение холодной, жестокой и безжалостной мести. В этом сериале Marvel экшен подан без прикрас. Драки невозможно брутальны, перестрелки кровавые, а моральные дилеммы размыты. Netflix превзошел сам себя. История берет свое начало в желании героя разобраться в событиях, разрушивших его жизнь, но быстро превращается в нечто большее. Касл не просто охотится на преступников, он ведет войну, в которой нет пощады. Джек Райан. Персонажи Тома Клэнси в разное время играли Харрисон Форд, Бен Аффлек, Алек Болдуин и Крис Пайн, но в сериале Amazon его образ заново переосмыслили. На этот раз аналитика ЦРУ, который неожиданно оказывается в центре боевых действий, сыграл Джон Красински. До этого многие знали его по роли Джима в «Офисе», так что увидеть его в шпионском триллере стало неожиданностью. Однако с этим образом он справился отлично. На протяжении 4 сезонов Джек Райан удерживал зрителей в напряжении, попадая в перестрелки, выпутываясь из заговоров и представляя нам отличных проработанных персонажей. Экшен здесь не уступает лучшим шпионским боевикам, но в отличие от классических героев жанра, Райан не суперсолдат и не профессиональный убийца. Он просто человек, который оказался в опасном мире и вынужден адаптироваться, чтобы выжить. И, конечно же, настоящий детектив. Сериал, который легко можно назвать культовым. Каждая история — отдельное расследование с новой атмосферой, героями и загадками, и если начнете смотреть, остановиться будет непросто. Первый сезон сразу задал высокую планку. Жутковатая атмосфера, влияние Лавкрафта, мрачная драма и невероятная актерская игра Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона. В следующих сезонах менялись сюжеты, герои, но стиль оставался. «Ночная страна», последний на данный момент сезон, переносит события на холодный север Аляски, а главную роль исполнила Джоди Фостер. Лично я остался крайне недоволен тем фактом, что к финалу акцент сменили с мистики на то, что имеем. Так или иначе, для всей серии характерно неподражаемый визуальный стиль, глубокие диалоги и общее ощущение тревоги, что делает сериал действительно особенным среди криминальных драм. И небольшой бонус для поклонников супергероики — Готэм. Если после более реалистичного, мрачного и гангстерского пингвина хочется глубже погрузиться в более комиксовый мир Готэм-Сити, этот сериал отличный вариант. Да, он не относится к новой вселенной DC, да и со старой у него были проблемы из-за авторских прав на персонажей. Тем не менее, свою небольшую армию фанов он заслужил. Он показывает город в переходный период. Брюс Уэйн только что потерял родителей, но до появления Бэтмена на улицах еще очень далеко. Готэм — это ни разу не классическая экранизация комиксов, это самостоятельный взгляд на историю становления знакомых героев и злодеев. Повторюсь, из-за авторских споров многие персонажи вселенной DC здесь показаны очень сильно иначе, чем в графических романах. По сути, это даже другие персонажи, отсылающие к оригинальным. Главная линия сосредоточена вокруг Джеймса Гордона, будущего комиссара полиции. Вместо супергеройского эпика — криминальная драма с борьбой за власть, разборками мафиози и политическими интригами. А параллельно развивается история Брюса Уэйна, которому только предстоит пройти свой путь. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем видео. Пока.